Привет, буду начинать новую торговую сессию. Сегодня ночью у нас биток очередной раз сходил, обновлял исторические максимумы. И на этом фоне рынок довольно-таки приятно движется. Я смотрю, и сейчас монетки летают. Так что проблем с поиском точки входа не должно быть. Начинаю я с баланса сейчас в 47,5 долларов. Риск на сделку у меня по-прежнему составляет 3% от баланса. Риск на данную торговую сессию 10%. Открыл я первую сделку, так как и говорил, особо проблем не было с первой точкой входа, так что быстренько нашел сделку по стратегии. Тут я видел, что цена довольно-таки сильно падала, после этого мы начали какой-то откат, но сейчас цена начала замедляться. И в принципе вполне возможен вариант, что цена будет продолжать дальнейшее падение, либо же просто сделает какой-то откат. И очень слабо верится в то, что после такого сильного падения вниз цена будет просто отрастать вверх без каких-либо откатов. А так как здесь уже у нас начало рост понемножку уменьшаться, и есть возможность заходить в шорт с коротким стопом, мне кажется, тут хороший вариант открывать лонговую сделку. Так, подходит у нас к стоп-лоссу, но движение было довольно-таки быстрое, поэтому я, наверное, здесь перезаходить не буду. Есть риск, что все-таки будет быстрое падение и продолжение шортового движения. Видел, монетка довольно-таки сильно растет, никакого разворота здесь нету, и на часовике мы видим, что поджимаемся все выше и выше к уровню сопротивления. Все откаты, которые есть, они вкатываются, вырастают, и на этом фоне мне показалось, что все-таки должен быть какой-то... Ну, короче, что большинство трейдеров будут заходить на продолжение движения, потому что движение вниз не идет, все откаты у нас устанавливаются, покупаются, и на этом фоне спокойно можем полететь какими-то импульсами дальше вверх. Поэтому, я думаю, здесь большинство трейдеров открыли лонговые позиции, и на этом фоне я зашел в шорт. Подходит у нас к стоп-лоссу, в принципе, здесь может даже нас забрать каким-то сквизом. Но вот эта логика входа не меняется, и в принципе я считаю, что здесь верное решение все-таки заходить в шорт. Если бы движение в принципе дальше продолжалось, то скорее всего были бы импульсные движения, на которых не давали бы зайти и открывать позиции в лонг. А так как мы довольно-таки плавно идем, дает возможность трейдерам спокойно открывать позиции и заходить на продолжение движения, то вероятность того, что пойдет со всеми трейдерами, не такая большая, если бы просто было импульсное движение. Но надеюсь, нас здесь не закроет. Ну, хотя шансы на это крайне малы, потому что мы прям четко уже подошли. Да, закрыл по стоп-лоссу. Посмотрю на характер движения цены. Возможно, здесь можно будет еще раз открыть позицию в шорт. Все-таки решил еще раз открыть. Правда, по той же цене можно было эту позицию не закрывать. Так что решил все-таки перезайти. Подходит у нас к тейк-профиту. В принципе, здесь анализ был изначально верный. Да, в моменте, похоже, точка входа была не очень таки хорошая. Меня первый раз закрыло по стоп-лоссу. Но все-таки, как я и думал, оно сейчас идет и, скорее всего, будет обновление каких-то минимумов и закроет тех трейдеров, которые заходили в данном накоплении на продолжение движения вверх. Так что вот оно уже у меня подходит. Надеюсь, сейчас как-то импульсом заберет. Прям от меня случился небольшой откатик. Всё. Закрыла сделку. Вторая сделка у нас закрылась по тейк-профиту. Точнее, третья. Открыл сделку по монетке
Lumia. Она довольно-таки сильно растет сейчас. И мне показалось хороший вариант здесь зайти. И давайте я чуть позже расскажу, почему, но монетка у нас довольно-таки сильно подвисает. И я боюсь, что на вот этих подвисаниях я не смогу нормально открывать, закрывать и управлять своей позицией. Хотел взять здесь буквально 1 к 1 соотношение, но у меня закрылась сделка, либо что случилось, я не понял. Можно как-то это обновить? У меня закрылось здесь по take профиту. Вот я увидел на балансе, но я, я видел, что баланс изменился в мою пользу, но все-таки сильно график подвисает, и поэтому я не могу нормально вам это показать. Если коротко, я здесь заходил, потому что мы довольно-таки сильно растем, и график довольно-таки безоткатно практически просто пампится вверх. И был какой-то небольшой откат, который сразу же выкупили. И на этом фоне мне показалось, что если выкупили сильный откат, трейдеры могут заходить на продолжение движения, потому что график растет без откатов, и в принципе можно относительно безопасно заходить на продолжение движения, если движение вниз не пошло. И на этом фоне я просто зашел в шорт, так как против трейдеров, которые будут продолжать торговать по тренду на продолжение движения, и просто с соотношением 1 к 1 открыл шортовую сделку. Вы это видели, и получилось взять 1 к 1 свой take profit. Открыл я вторую сделочку по вот этой же монетке. Давайте быстренько поставлю take profit. Я здесь увидел, что цена остановилась на максимуме и дальше не идет. Плюс мы начали понемножку поджиматься к нижней границе, и может в принципе случиться какой-то сильный пролив. И я ожидал, что трейдеры будут заходить здесь в шорт, и на сбор их стопов хотел взять небольшое импульсное движение. Но все-таки цена пошла действительно вниз, и здесь я получил стоп-лосс. Открыл сделку по монетке Ванри. Давайте быстренько подправлю свой стоп-лосс. Тут, кстати, довольно-таки агрессивно, и стоп-лосс у меня очень близко. Да, меня почти сразу же закрыло. Не успел здесь и объяснить, почему я захотел, но это была такая более спекулятивная сделка. Я рассчитывал взять быстрое движение. Но быстрое движение произошло, правда, не в мою сторону. Решил еще раз попытаться взять движение в этой сделке. Я здесь увидел, давайте быстренько так, стоп-лоссик подвинули. Я увидел, что данная монета начала довольно-таки сильно расти. И в моменте у нас были какие-то сильные откаты, но их моментально выкупали. Тут у нас, в принципе, после небольшого роста такой же сильный откат, но на фоне, мне кажется, тут трейдеры уже будут не так сильно его бояться, ибо есть, скажем так, такой прецедент, что выкупают сильные откаты, поэтому здесь трейдеры могут заходить на продолжение движения более уверенно. Также здесь можно поставить короткий стоп-лосс за минимум и относительно безопасно брать с хорошим соотношением дальнейшее движение по тренду вверх. Именно поэтому я заходил в шорт, чтобы таких трейдеров попытаться на их стоп-лоссах заработать. Ой, сильным импульсом нас забрало по стоп-лоссу. Все-таки не пошли собирать стопы лонгистов, и случился импульс вверх. По вот этой монетке все-таки я был прав, хотя словил здесь два минуса, но все-таки дальнейшее движение пошло вниз, и здесь можно было брать обновление и минимум, и даже чуть потянуть сделку, но, к сожалению, были вот эти два сквиза, на которых мои сделки закрылись по стоп-лоссу. Открыл шортовую сделку по монетке Lumia. Тут мы видим, что она довольно-таки сильно росла, и в моменте начался откат. Этот откат постепенно начал замедляться, и сейчас вот даже минимумы не обновляются, и цена понемножку отрастает. Есть возможность заходить в лонг, поставить короткий стоп и пытаться брать продолжение движения вверх. На этом фоне мне кажется, что на вот этой остановке большинство трейдеров будут заходить
в лонг на продолжение движения. Всё, довольно быстрая сделка по стратегии. Но я решил здесь не брать обновление минимума, потому что я видел, что там 2% движения это уже довольно большое по моей стратегии. И решил взять его и не рисковать, не сидеть, скажем так, прям полноценное движение брать вниз. Открыл новую сделку, но она уже подходила к стоп-лоссу. Довольно-таки быстрая сделка. Я видел, что данная монетка сильно растет, и в моменте у нас начали, цена остановилась, и все какие откаты не были, они покупались, выкуповывались и, как мне казалось, давали возможность заходить трейдерам на продолжение движения вверх. Тут в этой остановке, в этом накоплении много заходили на продолжение движения. Именно поэтому мне показалось, что вот был импульс, собрали какие-то меньшинство шортистов, и в принципе дальнейшее движение должно быть вниз на сбор тех, кто заходил здесь в лонг. Подходит у нас к тейк-профиту. Да, отлично, забрал у нас. Эта сделка закрылась в профит. В моменте было страшновато, но это в самом начале сделки, когда подошло к стоп-лоссу. Но все-таки, как я и говорил, здесь много заходили трейдеров на продолжение движения в лонг и резким импульсом их забрало и позакрывало их сделки. Так что на этом я, наверное, буду заканчивать данную торговую сессию. Поторговали мы довольно-таки неплохо, в процентах довольно-таки сильный прирост к балансу, так что вот так. Чуть позже, наверное, я открою еще терминал, еще поторгую, но эту торговую сессию нужно завершать.